С вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и сегодня, как вы уже поняли по картинке, мы с вами рисуем очень дорогой дизайн. Рисуем логотипы наших любимых маркетплейсов. И поехали! Начнем мы с логотипа Wildberries. И для данных дизайнов я буду использовать не только гель-лаки, но и карандаш. Можно пользоваться абсолютно любым карандашом, но лично я люблю карандаши, которые гнутся. Ну, они обычно вот такого зеленого цвета, как вы сейчас видите. И мне в них нравится то, что их, очень тяжело сломать. То есть их можно точить, и грифель у них не ломается, так как он тоже эластичный. Этим карандашом я делаю наметку букв и вот этих вот фирменных кружочков Wildberries. И уже после того, как я прорисовала черновик карандашом, я начинаю раскрашивать гель-лаками. Берем фиолетовый гель-лак, темно-фиолетовый, можно бордовый. Если нет фиолетового, можно взять синий и красный и смешать их. У вас получится фиолетовый цвет. И начинаю раскрашивать с фона. Фон у нас неравномерный, он с переходами. Вот сейчас я буду подмешивать фиолетовый фуксию, потому что посередине там идет такой переход в розовый, фуксию. И я это делаю прям по влажному, то есть я не просушиваю, прям подмешиваю фиолетовый и делаю такую растяжку. Вот таким образом. И увожу к концу типса опять в темно-фиолетовый. Не забывайте о том, что каждый вот такой слой нам нужно сушить. Просушили и только потом начинаем раскрашивать следующий вот такой кружок. Здесь я беру просто чистую фуксию и раскрашиваю таким вот темно-розовым. Вы можете какие-то брать похожие цвета, если, за неимением других, и пробовать нарисовать с ними, все равно будет похоже. Здесь наоборот у нас к краям вот этого круга светлый цвет, такая фуксия светлая, а в серединке фиолетовый. И я точно так же подмешиваю этот фиолетовый прям вот по непросушенному, так скажем. Буковки можно даже где-то подзакрашивать. Мы их, когда будем обводить белым цветом, белый перекроет абсолютно все. То есть мы должны такую только наметку оставить, что там у нас есть буквы. Но залазить на них можно. Данный вот кружочек после, опять-таки, просушки предыдущего мы раскрашиваем уже непосредственно фуксией. Но я в него еще подмешала более светло-розовый. То есть у меня фуксия получилась чуть светлее. И здесь вот опять видите градиент от светлого внизу круга к более темной фуксии такой. Просушиваем и последний кружок. Здесь я замешала немножечко цвет с красным. И от красного увожу опять в фиолетовый, фуксию. На самом деле это проще делать, глядя на родной вот логотип. Можете посмотреть, как там. Где-то довожу какие-то несовершенства до идеала. Убираю липкий слой. И после этого, то есть все просушили, убрали липкий слой, уже начинаем обводить наши буквы. Белым, высокопигментированным, очень аккуратно. Тоненько собрали кисточку и начинаем закрашивать наши буквы. Они у нас не должны быть тонкими, но кисточку все равно нужно собрать. Так у вас они будут четкие, с четкими углами, как на родном логотипе. Не торопимся, здесь видео очень сильно ускорено. Естественно, вживую это делать медленнее. Вот. Поэтому не спешите. Все, просушиваем, потом перекрываем топом. И вот такой вот у нас получился логотип. Прикольно смотрится, мне нравится. Ну а мы переходим к логотипу Озон. А здесь тоже для начала берем карандаш и делаем такой черновик, наметку наших букв. Я начинаю с буквы О, которая вторая О в этом слове, потому что она акцентная. Вот. Она у нас на дизайне как будто бы будет немножко светиться, такой лучик розовый будет из нее выходить, поэтому я начала с нее. И от нее уже пляшем. Прописываем другие буквы. Лучик нарисовали и начинаем раскрашивать.
берем синий цвет. В данном случае вот у меня синий не очень похож на тот вот родной синий озоновский цвет, но за неимением другого использую именно этот. Не критично, вы можете использовать другой синий, который больше похож. Но даже если будет не похож, все равно будет похоже на озон, поэтому тут можно сильно не заморачиваться. Просушили синий, сняли липкий слой, чтобы у нас белый не растекался, и начинаем закрашивать наши буквы. Также собранной кистью для того, чтобы были четкие углы и была вообще четкость у букв. Но буквы сами не должны быть очень тонкими. Прокрашиваем лучик, чтобы розовый был яркий, насыщенный поверх белого. Закрашиваем буквы. После этого отправляем на просушку. И после просушки уже начинаем закрашивать наш вот лучик. Таким вот розово-алый такой цвет, непонятный там. Я его получила путем смешивания фуксии, красного, немного белого подмешивала. Но если у вас есть прям такой цвет, можете использовать. Но в принципе можно замешивать, ничего страшного нет. Обвожу белый после просушки розового, девочки. Довожу буквы до совершенства, просушиваю, перекрываем топом. Мне очень просто дался именно этот логотип. И вот такая красота у нас уже получилась. В принципе, уже 2 ногтя кому-то нарисовали. Смотрится классно, правда. Мне очень нравится. Вживую на типсах вообще класс. Далее переходим к логотипу Ламода. Для меня он дался вот реально сложнее всего. Вот у этих букв сложные пропорции. Я вот заморочена на пропорциях. Но в любом случае вы просто если напишите ла, там, ну, более-менее похоже, все равно будет понятно, что это Ламода. Но постарайтесь так вот карандашом хорошо сделать разметку. И все. Начинаем сразу закрашивать фон. Он у нас черный. Я прям с флакончика большую часть типсы закрасила. И кисточку уже довожу там, где необходимо. Закрашиваем. На черный, даже если мы где-то вылезли лишнего, залезли черным, ничего страшного, белый все перекроет. Просушиваем, девочки, и после просушки начинаем перекрывать белым цветом. Аккуратно, не торопясь, довести буквы до тех пропорций, которые у нас есть у логотипа. Естественно, когда я рисую, передо мной на ноутбуке или на телефоне всегда открыт дизайн, который я делаю. То есть в данном случае логотип Ламода у меня был открыт. Я просто очень аккуратно его рассматривала внимательно и повторяла. Старалась повторить максимально похожие пропорции. Вот казалось бы всего 2 буквы, а вот реально он мне сложно дался, этот дизайн. Я прям с ним так стрессанула даже, намучилась немножко. Естественно, на видео это не видно. Я его и переделывала немножечко, наверное. Пару раз я с ним вот так вот помучилась. Мне хотелось, чтобы прям похоже было. Вот. Собственно, очень аккуратно выводим пропорции. Здесь все смотрится очень быстро, легко и просто. Конечно, на деле это дольше. Все, просушиваем, перекрываем топом. Кайфовый дизайн вообще. Когда вот 3 типсы, да, вы сейчас увидите вместе, ну вообще классно. Очень прикольно. Все, кто видели, такие кайф, тоже хочу. Собственно, дальше переходим мы к... Вот это еще сложнее, девчонки, но мне надо было это сделать. Я, бывает, на клиентах реально тоже так заморачиваюсь. Вот, но здесь прям нужно мельтешить. Значит, сначала мы берем карандашом и делаем такую наметку букв. Они очень-очень мелкие. Самое сложное это потом не то, что даже вывести эти буквы, а прокрасить вокруг них аккуратно цвет. Ну, сейчас все увидите. В общем, сделали карандашом, все нарисовали, что нужно. Перекрываем красным. У меня красный здесь не совсем такой, как на оригинальном логотипе. Там все-таки такой алый цвет. Но здесь у меня просто не было другого, поэтому рисую этим. Вот. Я потом уже купила, но уже нарисовала. Переделывать нет желания. Поэтому прокрашиваем. И оставляем, знаете, такие еле заметные очертания букв.
И начинаем раскрашивать все это белым. Сначала прям так слегка-слегка, а потом уже четкость будем доводить. Очень тонко. Здесь прям нужно очень-очень тонкие линии, собранные кисточкой, прорисовывать. Здесь где-то, если мы линии сделали широкие, мы все равно будем все внутри букв, вокруг букв прокрашивать еще раз красным. Обводим хорошенько буквы. Такая ювелирная прям работа. Но мне очень хотелось сделать побольше брендов. Подкрашиваем, где нужно красным, где мы вылезли белым цветом, какие-то неаккуратности. Заполняем пустоту, если где-то осталось. Очень аккуратненько. Я вот букву П укоротила, мне показалось, она очень длинный, красным цветом. Зазоры между букв, все, где нужно, добавляем красный цвет. Сложнее, чем букву рисовать было вот этот процесс. Далее опять, если где-то нужно, белый добавляем для четкости. И вот тут наверху, тут же вроде как дизайн, как будто бы это пакет пластиковый, не пластиковый, как бумажный, наверное, да, где веревочка висит, и там такие как штучки для шнурочка, вокруг шнурочка более темно-красным обводим, перекрываем топом, и посмотрите, как круто уже смотрится. Мне очень нравится. Но я на этом решила не заканчивать и дорисовать еще и Яндекс.Маркет. И тоже опять-таки берем простой карандаш, делаем наметку. Это на самом деле буква М, как я понимаю, маркет. Ну такой зигзаг, да, рисуем. Тоже поставьте перед собой, собственно, откройте логотип на телефоне или на ноутбуке, или где вам удобно, и срисуйте, постарайтесь. Не торопиться, здесь у меня, конечно, все ускорено. На самом деле, я дольше намного сидела с этим. Все, после карандаша перекрываем желтым. Я желтым 2 раза просушила, еще раз перекрыла, а может и 3. Потому что желтый такой он капризный, чтобы он не полосил. Все, и после просушки, если у вас черный будет растекаться, лучше снять липкий слой. Я, по-моему, здесь не снимала липкий слой, просто у меня, ну, и так не растекается. Очень аккуратно начинаем закрашивать, выводя пропорции, выводя углы, вот этот вот саму букву М, да. Тоже дизайн с виду простой, но вот нужно заморочиться, вывести углы. И просушиваем, перекрываем топом. И, собственно, наш дизайн готов. Я лично в восторге от того, что получилось. Я бы сама себе сделала такой дизайн. Или точно на ком-то бы его попробовала на своих клиентах. Пробуйте, присылайте ваши работы. Пишите в комментариях, получилось у вас или нет. Подписывайтесь на канал и не пропускайте другие полезные видео мастер-классы.